Тема клиент-сервер. Извините, у нас серьезная встреча, нужно выглядеть подобающе. Кто вам дороже, мы или мама? Не душите админов. Мы продолжаем отвечать на каверзные вопросы наших блогеров. Это вторая часть, и обязательно досмотрите видео до конца, потому что у нас для вас есть кое-какая важная информация. А пока приятного просмотра. Поехали! Тема клиент-сервер. Когда клиент-сервер ведут в игру, что изменится? Потому что мы не понимаем. Улучшится регистрация урона, уменьшится оно читеров. Что в итоге будет, если ведут клиент-сервер? Клиент-сервер — это достаточно старое название. Мы сейчас его внутри уже не используем. В данный момент идет переработка, перенос всей игры на новую архитектуру. Учитывая, что мы за эти годы получили кучу запросов на разные проблемы, на решение разных проблем, мы понимаем, как действительно должна строиться архитектура у стендова в будущем, чтобы было меньше читеров, чтобы мы могли писать реплей, чтобы взаимодействие с какими-нибудь репортами происходило удобнее, чтобы это меньше нагружало и клиент игрока, ну то есть телефон непосредственно, и наш сервер. Соответственно, все эти решения уже в разработке, их делает отдельная команда, то есть они не следят за тем, что сейчас в продукте, они сосредоточены на разработке вот этой новой архитектуры и, что главное, переносе всех существующих механик туда. Я уже точно знаю, что они смогли запустить уже там матч и поиграть. А запустить матч и поиграть, как бы это банально ни звучало, это очень много сотен механик, которые срабатывают одновременно. И это уже достаточно серьезное достижение. Но впереди еще большой путь, то есть еще много новых механик, которые уже есть в стендофе, в продукте. Их надо перенести на вот эту архитектуру, которая уже сейчас готова. Как только мы будем готовы, мы обязательно это зарелизим. Как только мы сможем сделать так, чтобы из БП выпадали разные ножи, так сразу и зарелизим. Очень тоже важный вопрос, который я бы хотел вот опцию такую видеть в игре, это сохранение своей кастомизации. Когда ты перезаходишь на телефон, ну, на другой аккаунт, то тебе приходится заново все перестанавливать, вот эти кнопки, ты куда-то на миллиметр не туда поставил, уже неудобно. И вот это очень большая проблема. Это уже проблема. есть в планах, уже дизайн делается. Ждем. Я задам вопрос. Вы удалите Дигл из игры? Я слышал, что Дигл топ, поэтому удалять не будем. Вот по поводу чатов, даже в обычном чате очень часто встречается негатив от игроков, и, может быть, вы попробуете внести возможность их замутить, то есть чтобы это не мешало как-то игре и настрою в команде, потому что в стендофе я встречала очень много там просто даже критики, какое-то оскорбление просто на пустом месте, там много такого бывает. Вот, и было бы круто, да, хотелось бы чат в каких-то моментах вот мутить игроков, чтобы не замечать вот этого. Да, отличный вопрос. Вообще токсичная атмосфера в шутере — это, конечно, база, но это не значит, что мы с этим ничего делать не собираемся. Мы понимаем, что эта проблема входит условно даже, можно сказать, в топ-10, а может быть даже выше вещей, которые беспокоят игроков. Соответственно, есть определенные планы, пишутся дизайн-документы, каким образом мы комплексно к этому подойдем. То есть мут-чат — это только один из пунктов, которые помогут нам сделать более комфортную атмосферу в сообществе. Будет ли в этой обнове доработан античит? Античит — это, да, одна из главных историй, над которой, в принципе, работает команда. У нас есть отдельное подразделение, которое занимается исключительно античитом. Они не отвлекаются ни на что другое. В данный момент там даже есть еще одна новая вакансия. То есть если у вас вдруг есть какой-нибудь суперталантливый программист, который придет к нам и еще усилит команду, то, пожалуйста, отправляйте его на HeadHunter или на наш сайт.
А что касается античита, он улучшается абсолютно в каждом обновлении, в каждом хотфиксе и так далее. Постоянно вносятся какие-то правки, мы просто про это нигде ничего не пишем, чтобы не давать, соответственно, читерам какую-то дополнительную информацию. И в целом ситуация с IT-читом — это такая бесконечная священная война, потому что мы усиляемся, мы улучшаемся, проводим баны, проводим ограничения читов, ребята со стороны читеров усиляются и обновляются, и так каждый раз повторяется вновь. В целом все читы, которые ты назвал, мы знаем, и рано или поздно придем за ними. Сейчас, если посмотреть, чем игроку заниматься, самому обычному, не киберспортсмену, не ютуберу, это Battle Pass и прокачка ветерана, которая действует целый год. Такой вопрос. Почему мы не получаем какие-то, первый вопрос, мелкие прокачки, микроивенты на какие-то праздники? Потому что у нас обнова делится, получается, на два типа. Это сезонное крупное обновление с ништяками, с изменениями механик, и ивентовое обновление, где есть только Battle Pass, и иногда спины. Вот не хотите ли вы добавлять что-то новое, что достается игровым путем, но не Battle Pass'ом? Допустим, в рамках сезона играете какой-то режим, зарабатываете именно на нем опыт и получаете какие-то награды. Также есть вопрос по поводу рейтинга, потому что все любят очень качать у нас звания. Это у нас есть ММ, есть союзники. Но, как я вижу по фидбэку аудитории, есть огромный запрос на соло-рейтинг в режиме дуэлей. Потому что там не нужна команда, ты можешь в соло заходить, играть, и ответственность за твой ранг только на тебе. И, конечно, все хотят быть самым лучшим и прокачивать звания. Было бы неплохо это увидеть, интересно, в разработке ли. Да, отвечу про ивенты с наградами. Мы очень хотим давать больше смыслов обычному игроку. Один из смыслов — это, естественно, прокачиваться в рамках ММ. Но кроме этого есть Battle Pass, и кроме Battle Pass есть уже внутри разработка топ-мини-заданий. Мы тестируем. В каком виде это будет, пока комментировать не могу. При этом такая мысль, такая задача, она, конечно, стоит. И, возможно, это будет связано с полной переработкой UI-игры. Возможно, в тот же момент будут и дополнительные задания, дополнительные вещи, кроме Battle Pass'а, для прокачки. Это пока мысли вслух. Возможно, это будет раньше, а возможно, будет одновременно с новым UI. Как-то так. Спасибо. Что касается рейтинга 1 на 1. Будут ли у нас дуэли, ММ-дуэлей? Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с командой, в каком виде это должно работать. Но в любом случае идея на карандаше. Как только придумаем, тогда будем релизить. В любом случае, такие изменения, они идут в рамках сезонных обновлений. На 7-й сезон мы уже не успеем, потому что он уже вышел. Возможно, запланируем на какой-то из будущих сезонов, если это покажется значимым. Кто вам дороже, мы или мама? Это в нарезку. Мама. Почему космическое обновление Space Vision должно было вызвать у нас теплое чувство ностальгии? Я считаю, что ностальгию нужно добавлять в обновление именно внутри самой игры и не брать, взаимодействовать, брать из других игр, не брать из других игр. Получается вот так вот. Вроде бы игра Quake была реализована в обновлении в мини-режиме. Вот такой вот вопрос. Спасибо, отличный вопрос. На самом деле вот этот тейк про чувство ностальгии, это была история в основном для видоса. Мы, когда придумываем какие-то необычные режимы под ивентовые обновления, мы смотрим на опыт коллег, мы придумываем что-то свое и пытаемся это как-то замиксовать, чтобы игроку было интересно, чтобы он попробовал какие-то новые механики. Потому что в будущем, опять же, когда стендов переедет на новую архитектуру,
мы сможем позволить себе куда больше. Там, возможно, реализация механик намного интереснее, чем есть сейчас. Ну, допустим, там персонаж бегает по карте, потом садится в машину, едет куда-то, пересаживается в вертолет, я не знаю. И все это будет возможно, если мы заложим это в архитектуру. А мы рассчитываем на то, что в дальнейшем проект будет становиться куда интереснее и куда богаче в плане игровых механик. Так, вопрос про киберспорт. Ура! В общем... Специальный человек в этой студии присутствует, который отвечает на вопросы, посвященные киберспорту. Да, Очень и интересно. специальный киберспортсмен в гостях. Наконец-то у меня есть микрофон. В общем, окей. Наклейки про команд в стендоффе. Когда же вот они будут, я бы хотел спросить, и будут ли сами команды получать с этого какой-то процент от продажи? И вот, ну, что для этого нужно сделать, чтобы вот ввели наклейки команд и каких-то игроков росписи? Вот, ну, как вы вообще к этому относитесь? Вопрос про стикеры уже не первый день насущный. Мы о нем от ребят из киберспортивной нашей сцены слышали уже несколько лет. Всем было интересно, когда будут, что для этого нужно сделать, в каком виде, будете ли вы за это платить и так далее. Могу сказать, что прямо сейчас идет уже обсуждение насчет того, чтобы добавлять киберспортивные стикеры в игру. К сожалению, находится это все на данный момент на стадии еще обсуждения. То есть, понятное дело, что нам нужно понять, какие команды мы будем добавлять, как с них нужно получить добро, потому что если мы будем использовать чужую интеллектуальную собственность, чужой товарный знак, то, очевидно, этот товарный знак у этой команды должен присутствовать. То есть у нас достаточно юная на данный момент вообще аудитория и в игре, и в киберспорте, и мало какие команды, они на данный момент сделали так, что их команда юридически оформлена, что у них есть товарный знак. Без этих двух моментов, ну, к сожалению, получить что-то со стикеров в игре будет просто невозможно. Да и сами стикеры мы не сможем добавить по юридическим моментам. Будем ли мы платить что-то командам? Вопрос, опять же, на обсуждении, но, скорее всего, да, потому что за чужую интеллектуальную собственность, за чужой товарный знак все-таки для его использования нужно будет давать какую-то копеечку. Вопрос в том, будет ли это какая-то фиксированная стоимость на команду, там, допустим, в N рублей, N долларов в месяц, либо же это будет процент с продаж, в зависимости от того, какая команда будет популярнее, та, скорее всего, и будет наиболее успешно в финансовом плане по продаже стикеров. Но, опять же, здесь разговоры идут. Понятное дело, что стикеры появятся. Вопрос, когда, я обожаю, но вы также обожаете, когда я говорю в будущем, посмотрим. Поэтому я отвечу в будущем, посмотрим, когда получится. Если коротко, если вы киберспортсмен, торопитесь скорее зарегистрировать свою команду, чтобы стикеры с вашим лого быстрее появились в игре. Ожидается ли женский киберспорт? Готовы ли вы к нему, в принципе? Сейчас такая практика, что у нас в регламенте нет распределения на мужской киберспорт и женский киберспорт, то есть играть могут абсолютно все. Если вы следили за, например, вторым майнером в прошлом году, то одним из участников одной бразильской команды была как раз девочка, и ей никто не запрещал участвовать, поэтому если есть желание, есть возможности, то, пожалуйста, все вперед. Но делать отдельный киберспорт под женскую лигу, при том, что у нас на данный момент нету каких-то женских команд, то есть одна команда может наберется, может даже наберется две, но киберспорт из двух команд все-таки не слепить. Добавите ли вы тени игроков в игру и измените ли вы физику до такой степени, что если валяется на полу оружие, можно будет по нему стрелять, чтобы оно улетало? Интересно. Слушай, я, конечно, не специалист по движку, но у меня сразу же закралась мысль, что, скорее всего, это увеличит нагрузку на телефон. Учитывая... Тени или физика? И тени, и физика. Но и это то, же... и то обсчитывается... Но это же база тени игрока. Да, но у нас все-таки мобильная игра, и мы поддерживаем до сих пор, по-моему, 7-е айфоны или 8-е айфоны, где то ли 1, то ли 2, нет, по-моему, 2 гигабайта оперативки, и, соответственно, вот эти все истории там работать не будут.
а количество таких игроков со слабыми девайсами, оно очень большое. То есть если представить ситуацию, что все резко перешли на топовые телефоны хотя бы за 30 тысяч рублей, то мы бы с удовольствием сделали такой графон, который позволяет движок Unity. Отключать и включать можно только то, что не влияет на сам игровой процесс. Если пол команды может стрелять по оружию, а пол команды не может, то это не... Я про тени спрашиваю. Мне без разницы то, что автомат можно будет стрелять по нему, и он будет отлетать. Если валяется на полу оружие, можно будет по нему стрелять, чтобы оно, улетало. Тут больше вопрос теней, потому что по тени любой игрок может ориентироваться, если за стеной противник. Ибо каким образом я могу узнать, что за моей стеной есть противник? Какой дисбаланс? Это есть во всех играх. Потому что нужно добавить и отправим в геймдизайнеров. Ну что ж, вот такие вопросы блогеры задали разработчикам. Пишите в комментариях, что бы вы спросили у них. Обязательно подписывайтесь на канал Standoff 2 Live. Ставьте этому ролику лайк. Ну и пишите, кого позвать в следующий раз. Всем пока, до новых встреч! Ребят, мы знаем, что на некоторые вопросы мы ответили недостаточно развернуто и подробно. Поэтому совсем скоро на этом канале Standoff 2 Live выйдет отдельное видео, где мы пересмотрим предыдущие части и многие темы раскроем более подробно. Обязательно подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить выход нового ролика, а также пишите в комментарии, как вам такой формат. До новых встреч!